Зима в северном поселке на краю тайги не просто время года, это состояние бытия. Воздух здесь настолько густой и морозный, что, кажется, его можно ломать руками, как сухие ветки. Анна Михайловна смотрела в окно, затянутое морозными узорами, и видела в них очертания нервных клеток, аксоны и дендриты, которые когда-то рисовала на доске в университетской аудитории. В ее прошлой жизни были симпозиумы, сотни прочитанных лекций по зоологии позвоночных и острый, как скальпель, ум. В нынешней — тесная комната, запах лекарств и вечно виноватый взгляд сына Дмитрия. «Мам, ну куда ты собралась?» «Ирина, невестка». Устало вздохнула, поправляя на плечах шаль. «На улице -30. Опять нога разболится, а нам потом тебя растирать». Анна Михайловна промолчала. После инсульта слова давались ей с трудом, они вязли во рту, как недоваренная каша. Правая рука висела плетью, а нога при ходьбе описывала тяжелую, нелепую дугу. В глазах Ирины она видела не злость, а нечто худшее, изматывающее терпение. Она была для них обузой, проблемным объектом, старым механизмом, который жалко выбросить, но невозможно починить. Чтобы не задохнуться от этого терпения, Анна начала ходить. Сначала до калитки, потом до старой водонапорной башни. Теперь ее целью была опушка тайги. Каждый шаг был битвой, каждое движение — протестом против немощи. «Я прогуляюсь», — выдавила она, с трудом попадая пуговицей в петлю старого пальто. В тот день тайга была особенно тихой. Снег поглощал все звуки, превращая мир в белое безмолвие. Анна Михайловна зашла дальше, чем обычно. Старая привычка биолога замечать детали вела ее по следам. Вот прыжки белки, вот росчерк крыла сойки. Она вышла к реке, которую местные называли Быстрянкой. Из-за сильного течения лед здесь был коварным, полным скрытых полыней. Именно там она это и услышала. Странный звук. Не вой, не рычание, а хриплый захлебывающийся скулёж. Анна Михайловна, преодолевая сопротивление непослушной ноги, выбралась на берег. В 20 метрах от нее, посреди темной полыни, барахталось серое пятно. Это был волк. Молодой самец, еще не набравший матерой мощи, но уже крупный. Он вцепился передними лапами в кромку льда, но тот крошился под его весом. Вода была черной, обжигающе холодной. Глаза зверя, янтарные, полные первобытного ужаса, встретились с глазами женщины. Профессиональный инстинкт боролся в ней с человеческим страхом. «Канис люпус» — опасный хищник. Пронеслось в голове. «Он тонет», — отозвалось в сердце. «Глупый», — прошептала она. Анна знала, если она пойдет в полный рост, лед проломится и под ней. Забыв о боли в суставах, она опустилась на колени, а затем на живот. Холод моментально прошил пальто, но она не обратила внимания. На берегу лежала длинная сухая сосновая ветка, принесенная ветром. Ухватив ее здоровой левой рукой и помогая себе слабой правой, Анна начала толкать ее перед собой. Каждый сантиметр давался с трудом. Ледяная корка царапала подбородок. Волк, завидев человека, сначала оскалился. Инстинкт требовал защиты даже в момент гибели. «Тише, дуралей! Хватайся!» Анна протянула край ветки к его морде. Волк замер на секунду. В его глазах что-то изменилось, словно он понял, что это неуклюжая, пахнущая лекарствами старая самка — его единственный шанс. Он мертвой хваткой вцепился зубами в дерево.
Анна Михайловна использовала ветку как рычаг, уперев ее основание в более крепкий участок льда. Она тянула изо всех сил, чувствуя, как в парализованной руке просыпается забытая яростная пульсация. С коротким рывком, разбрасывая брызги воды, волк выкатился на твердую поверхность. Они лежали на льду в 3 метрах друг от друга. Оба тяжело дышали. От волка шел пар, шерсть мгновенно превращалась в ледяные сосульки. Он поднялся, пошатываясь, посмотрел на нее, долго, не мигая. В этом взгляде не было благодарности в человеческом смысле, но было признание силы. Потом он встряхнулся и, хромая, исчез в густых сумерках ельника. Домой Анна Михайловна вернулась в горячке. Ирина ахнула, увидев мокрое, испачканное в иле пальто. «Господи, Михайловна, где вас носило? Вы же с ума нас сведете!» Анна ничего не сказала. Она пролежала в бреду 3 дня. Ей снился холод, желтые глаза и вкус хвои. Когда температура спала, она впервые за долгое время почувствовала, что ее пальцы слушаются. Не полностью, но сжать кулак стало легче. Через неделю, рано утром, когда Дмитрий собирался на смену, он вскрикнул на крыльце: «Мам! Ира! Гляньте, что это!» На заиндевевших досках лежал крупный заяц-беляк. Горло было перекушено одним точным движением. Следов человека вокруг не было, только широкие когтистые отпечатки лап, уходящие к лесу. «Собаки, наверное, притащили», — буркнул Дмитрий. «Бешенство еще подцепим. Выкину во враг». Анна Михайловна подошла к окну. Она знала, что это не собаки. Собаки едят добычу сами. Волки приносят ее тем, кто не может охотиться. Своим. Через 3 дня на крыльце появилась лиса, потом глухарь. В Анне Михайловне проснулся ученый. Она достала из стола старую тетрадь, которую не открывала с момента болезни. Ее почерк был неровным, буквы спотыкались, но она начала вести дневник наблюдений. 14 января. Объект принес добычу в 4 часа 20 минут. Дистанция доверия сокращается. Иерархическая роль, предположительно, он считает меня старейшиной или раненым членом стаи. Ее жизнь обрела структуру. Она больше не была объектом ухода. Она снова стала исследователем. Чтобы лучше понимать фото своего волка, она начала изучать территорию вокруг дома. Теперь она ходила не просто ради прогулки. Она искала метки. Ее физическое состояние улучшалось с каждым днем. Мозг, стимулируемый интересом и новой целью, начал восстанавливать нейронные связи быстрее, чем предсказывали любые врачи. Однажды ночью, когда луна была такой яркой, что снег светился изнутри, Анна Михайловна почувствовала чужое присутствие. Она накинула куртку и вышла на крыльцо. Он стоял у калитки, огромный, серебристый в лунном свете, обросший густым зимним мехом. Волк не прятался. Он смотрел прямо на нее, и в этом взгляде была странная, почти мистическая связь. «Здравствуй», — тихо сказала она. Голос звучал почти чисто. «Спасибо за подарки, но тебе нельзя сюда. Дмитрий поставит капканы, если узнает. Уходи». Волк наклонил голову набок. Он издал негромкий вибрирующий звук, не рык, а скорее приветственный рокот. Затем он медленно подошел к самой калитке и положил на снег кусок оленины. Анна Михайловна сделала шаг вперед. Она не боялась. Между ними было то, что биологи называют симбиозом, а люди — родством душ. Она коснулась рукой деревянной перекладины калитки, и на мгновение ей показалось, что она чувствует дикую,
необузданную энергию леса, текущую через этого зверя. Он развернулся и бесшумно растворился в тенях, словно его и не было. Весной, когда Быстрянка сбросила лед, Анна Михайловна уже не хромала. Она самостоятельно ездила в город за новыми книгами и иногда вела онлайн-консультации для молодых зоологов. Сын и невестка смотрели на нее с изумлением. Куда делась та немощная старушка? Перед ними была волевая женщина с острым взглядом, которая больше не извинялась за свое существование. «Мам», — как-то спросил Дмитрий, «а куда делись те подарки на крыльце? Всю зиму ведь кто-то носил». Анна улыбнулась уголками губ, поглаживая шрам на ладони от той самой сосновой ветки. «Лес вернул долги, Дима. Мы просто договорились». Она знала, волк больше не придет. Он вырос, нашел свою стаю и свою территорию. Но каждый раз, слыша далекий вой из глубины тайги, Анна Михайловна открывала окно и вдыхала полной грудью. Она поняла главную истину, которую не напишут в учебниках. Жизнь — это не только биологический процесс. Это акт воли. Спасая другого, мы переписываем собственный код. Мы перестаем быть жертвами обстоятельств и становимся частью чего-то гораздо большего, чем мы сами. Иногда, чтобы снова научиться ходить, нужно просто помочь кому-то выбраться из ледяной воды. Дорогие друзья, если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь на канал.